New World. Как и ожидалось, релиз перенесли. Вот что говорят разработчики. Мы потрясены поддержкой, которую New World получил от игроков со всего мира на протяжении всего закрытого бета-тестирования. Во время бета-тестирования более миллиона авантюристов сыграли более 16 миллионов часов. Благодаря вашей поддержке New World стал одним из самых просматриваемых игр на Twitch и одна из самых популярных игр в Steam. Страсть и энтузиазм, который вы проявили, показала, что New World подтверждает работу, проделанную нами за последний год, улучшая игру на основе ваших отзывов. Попутно вы также дали массу отзывов, которые мы будем использовать, чтобы сделать New World еще лучше. Мы хотим, чтобы запуск New World прошел гладко и было весело для всех игроков. И это означает о внесении некоторых улучшений в зависимости от того, с чем вы столкнулись во время закрытого бета-тестирования. Так что нам понадобится несколько дополнительных недель, чтобы устранить ошибки, улучшить и стабилизировать, а также отполировать игру. Новая глобальная дата запуска New World 28 сентября 2021 года. Это было нелегкое решение, мы знаем, что это не в первый раз, когда мы меняем дату запуска в погоне за качеством. И может быть неприятно ждать немного дольше, но мы хотим быть уверены, что при запуске мы предоставим вам игру самого высокого качества. Спасибо за вашу поддержку и отзывы. Мы к вам прислушиваемся. Увидимся в Этерном. На этом, в принципе, все, что сказали разработчики. Но сразу после этого стали ходить слухи. А что, если им нужно дополнительное время не только для того, чтобы пофиксить баги, но и для того, чтобы добавить русскую локализацию, о которой уже говорилось ранее. Но разработчики были не уверены, что сделают это к релизу игры. Но вдруг они решили перенести игру. Хоть и это было и логично. А на русскую локализацию остается лишь надеяться. Также хочу немного рассказать о том, что возможно появится в релизной версии игры, но это не точно. Информация взята с Reddit от датамайнеров. Это лишь информация о том, что содержится в файлах игры, не факт, что попадет в релизную версию. По поводу гира вроде никаких изменений, хотя вот Торч — это у нас факел. Я ничего такого не видел, но, возможно, играя, я просто пропустил данный момент. А опускаясь ниже, мы можем видеть магическое оружие. И здесь, помимо тех, что видели мы в игре, первое, что привлекает внимание, это пустотная перчатка. Я так понимаю, это аналог морозной перчатки. Интересно, интересно. Следующее, что мы тут видим, это Angry Yord Staff. Есть предположение, что этот посох для танка. Интересно. В Вове энхи так и не стали танками, а что же будет здесь? Интересно. Очень интересно. Идем далее. В мире оружия мы можем заметить, помимо привычного оружия, также даггер. По всей видимости, у нас все-таки в игре появится спек разбойника. Или что-то более интересное в связке с луком. Посмотрим. Двуручное миле оружие пополнилось двуручным мечом и оружием под названием War Club. Исходя из названия, нас ожидает и появление булавы. Ну и последнее у нас оружие дальнего боя. Здесь фигурирует пистоль, имеющий вариант арбалета. В принципе, логично появление такого вида оружия. Правда, не факт, что какое-то из этого оружия появится на релизе. А может быть и наоборот, мы увидим весь ассортимент выше представленного оружия. А на этом все. С вами был я, Левантон. Надеюсь, видео оказалось вам полезно и интересно. И не забывайте, пожалуйста, про лайк, подписку и колокольчик. Всего вам самого сочного, прекрасного и великолепного. Удачи вам!